На сегодняшний день нам представлен просто колоссальный выбор дистрибутивов Linux, но порой наши знания о том или ином дистре ограничены минимальным набором фактов и событий о нем. В сегодняшнем выпуске в честь десятилетия дистрибутива Manjaro ровно через неделю, 10 июля 2021 года, я хочу немножко углубиться в начало этого замечательного продукта и собрать по крупицам общую картину о том, каким он был и каким стал на сегодняшний день. Меня зовут Платон Александр, вы на канале Плафон, усаживайтесь поудобнее, а мы приступаем. Поехали! Manjaro Linux или Manjaro – дистрибутив GNU Linux, основанный на Arch Linux, которая разрабатывается в Германии, Франции и Австрии. Использует модель обновления Rolling Release и поставляется в качестве полноценной операционной системы для домашнего и корпоративного использования. Официально доступны 3 версии с рабочим окружением XFCE, KDE Plasma и GNOME. Помимо официальных редакций существует также набор сборок от сообщества, который в любом случае поддерживается самой командой разработчиков. Тут у нас и рабочий стол Budget, Cinnamon, Mate и даже сборка с DDE от наших братьев из Поднебесной, авторов дистрибутива Deepin Linux, которая совсем недавно получила статус стабильный. Редакция Deepin Desktop Environment уже была доступна ранее, но с версии 18.0 поддержка была прекращена, и вот уже начиная с версии 20.0 снова вернулось семейство Manjaro. У нас уже есть несколько серий, посвященных данному рабочему окружению, и для завершения цикла про DDE не хватило как раз таки сборки, основанной на Manjaro. Теперь это реализуемо, так что в ближайшее время мы рассмотрим и Manjaro DDE в том числе. Свое начало дистрибутив Manjaro получил еще в далеком 2011 году, основанный разработчиками из 3 стран: Филиппом Мюллером, Германия, нынешний тимлид Manjaro, Гийом Бенуа, Франция, разработчик по Mac GTK, и Роландом Зингером, Австрия, который ныне покинул проект. Разработка началась 10 июля 2011 года в экспериментальной форме с окружением рабочего стола XFCE, и только 20 августа 2012 года появилась первая публичная бета-версия 0.8.0, которая по данным компании была загружена более 29 тысяч раз за 2 дня. В дополнение к внедрению специально разработанного инструмента обнаружения оборудования МХВД, который должен облегчить установку драйверов видеокарты, с этой версией впервые появилась редакция с альтернативными окружениями рабочего стола, такими как GNOME, Cinnamon и KDE. Помимо полноценных рабочих окружений не обошлись стороной и семейство тайловых оконных менеджеров, и по сей день с официального сайта можно скачать такие редакции, как Manjaro i3 и Manjaro Sway. Редакция с OpenBox больше не поддерживается в связи с окончанием существования самого проекта OpenBox. Во время разработки Manjaro в конце августа 2015 года разработчики решили переключить схему версий на название года и месяца вместо чисел. Таким образом, версия 0.9.0, кодовое название Bellatrix, была первой версией, которая была опубликована 27 сентября 2015 года как версия 15.09. И именно в этой версии впервые был представлен графический помощник по установке CalmRS, который успешно сменил предыдущий, более примитивный установщик TUS. CalmRS изначально был разработан командой Manjaro, но в итоге получил кросс-дистрибутивность и стал внедряться и в другие проекты тоже. На сегодняшний день это один из самых удобных и популярных установщиков Linux. Спасибо, Manjaro. 8 сентября 2020 года разработчик и ныне соучредитель Филипп Мюллер объявил, что команда Manjaro теперь будет работать под юридической формой GmbH. По заявлениям компании, причиной этого является растущее количество пользователей и связанные с этим усилия по разработке. Кроме того, можно официально объединить усилия с потенциальными партнерами по контракту, нанять новых сотрудников и защитить бренд Manjaro как таковой. Грубо говоря, разработчики Manjaro вышли на новый уровень, который позволил им теперь официально работать с компаниями, которые решили использовать Manjaro на своих производствах. Да, такие существуют, и именно они являются основными спонсорами дистрибутива. Основной особенностью дистрибутива Manjaro Linux уже на самых первых этапах, конечно же, являлась графическая установка для Arch Linux, которая значительно упрощала установку самого Arch, снижая порог вхождения для менее требовательных пользователей. Но даже на этом этапе было ясно, что у дистрибутива есть свой характер, а следовательно и стратегия будущего развития. Помимо красивого графического установщика CalmRS, который в итоге был форкнут тем самым дистрибутивом Montergo, с которым я пользовался изначально, у Manjaro Linux был свой собственный
собственный репозиторий, в который разработчики добавляли строго протестированные и отфильтрованные пакеты с репозиториев Arch Linux, тем самым замедляя мейнстримовые обновления в сравнении с базовым дистрибутивом, но придавая при этом большую стабильность самого дистрибутива Manjaro в целом. Пакеты проходят через нестабильные и тестовые ветви до сих пор, прежде чем они будут выпущены в качестве стабильной версии. Как пользователь вы можете переключаться между тремя разными ветвями в любое время. Лично я называю это прыгнуть с одной ветки на другую. Таким образом, пользователь может решить для себя, насколько важна ему актуальность пакетов или же стабильность самого дистрибутива. И благодаря этому Manjaro Linux в своем подходе стал универсальным и сбалансированным инструментом как для обычных, так и для более опытных пользователей. Учитывая, что донором базы для Manjaro все-таки является Arch Linux, логично осознавать, что и пакетный менеджер был позаимствован у данного дистрибутива. Pacman действительно один из самых быстрых и бескомпромиссных пакетных менеджеров на Linux, что однозначно является жирным плюсом и для самого дистрибутива тоже. И как повелось изначально, первостепенной задачей Manjaro Linux было укрощение основных мощностей Arch, дабы позволить использовать их более приземленной публике, так как разработчики представили свою графическую надстройку над Pacman и назвали ее PAMAC. PAMAC, написанный на GTK, позволял пользователям Manjaro с легкостью и удобством управлять всеми пакетами в системе, а значит более быстро устанавливать и удалять необходимый для работы софт. По сегодняшний день для всех редакций Manjaro существует одна общая версия PAMAC GTK. Но с недавнего времени, благодаря интервью с разработчиком Manjaro, кстати, если еще не слушали, очень советую посмотреть либо на YouTube, либо послушать в наших подкастах, нам стало известно, что продолжилась работа над PAMAC Qt, которая скорее всего уже будет доступна к следующему лету. PAMAC, использующий фреймворк Qt, для своей графической реализации будет идеально вписываться в системы, поставляемые, например, с KDE Plasma или ее форками. Помимо графических улучшений утилиты PAMAC, ходят слухи, что команда Manjaro очень хорошо поработала над своей CLI-версией пакетного менеджера, и возможно в будущих релизах по умолчанию мы увидим PAMAC вместо Pacman. Уже сейчас PAMAC позволяет устанавливать нужные пакеты как из официальных репозиториев, так и со сторонних, например, таких как AUR. Я уже начал себя переучивать в этом плане, и это действительно удобно. Одна команда для всего. Опять спасибо Manjaro. Двумя другими не менее важными особенностями данного дистрибутива являются две фирменные утилиты: MHVD, Manjaro Hardware Detection, средство для обнаружения свободных и проприетарных видеодрайверов, и Manjaro Settings Manager, системные настройки самого дистро, где с легкостью можно сменить версию ядра или доустановить в автоматическом режиме нехватающие языковые пакеты. Набор фирменных утилит Manjaro создает действительно уникальный опыт использования Linux, от которого в случае смены дистрибутива очень сложно отвыкнуть, уж поверьте, я пробовал. Ведь именно благодаря данным утилитам весьма знаменитые проблемы Linux, такие как, например, автоматическая установка драйверов, больше не является проблемой, как и в принципе выбор нужного ядра, так и быстрый поиск и установка нужного софта. Calamares же в свою очередь значительно упрощает первичную установку дистрибутива, позволяя сделать как автоматическую, так и ручную разметки. Пока что в нынешних релизах при автоматической разметке доступна по умолчанию лишь одна файловая система, признанный формат среди Linux пользователей X4. Но с будущими релизами, благодаря нынешнему русскоязычному разработчику Артему Гриневу, при автоматической разметке можно будет выбрать файловую систему самостоятельно, что опять-таки отсеет тонну вопросов о правильной разметке диска в Linux. Ведь до сих пор, несмотря на наличие сотен гайдов, как все правильно разметить, данный вопрос по-прежнему стоит очень остро. На момент выхода данного ролика последним стабильным релизом является Manjaro 21.0, выпущенная под кодовым названием Arnara. И кстати, это, наверное, единственный роллинг-дистрибутив, который выпускается поверсионно и создает немало вопросов «а зачем?». Ответ на самом деле очень прост. Поверсионный выпуск релизов позволяет привязать ряд значимых обновлений для Manjaro и поставлять пользователю на сайте разработчика самые свежие и стабильные версии операционной системы, без надобности что-либо обновлять сразу после установки. Manjaro является одним из немногих дистрибутивов, которые готовы к работе сразу после того, как мы его установили. Так называемый дистрибутив out of the box. В интервью с разработчиком мы узнали немало интересных фактов и, возможно, даже инсайдов. Пока, конечно, говорить рано, но по общему впечатлению Manjaro очень быстро исправляет сформировавшиеся ошибки, если, конечно, их кто-то зарепортит. Поэтому это остается одним из самых сбалансированных дистрибутивов как для новичков, так и для любителей потыкать консоль. Как мне кажется, учитывая, что сейчас макет формирования редакции
редакции Manjaro будет значительно пересмотрен, в будущем мы получим дистрибутив, который в итоге полностью отойдет от своей первоначальной базы Arch Linux и перерастет в полноценный и независимый дистрибутив. Я лично этого очень жду. Поэтому, несмотря на свои последние эксперименты, я в итоге хочу продолжать вариться в реалиях данного дистрибутива и с нетерпением жду новых интересных нововведений. Это как минимум новый Manjaro Hello, полностью переписанный Manjaro Settings и даже фирменный бэкапер, чего я очень долго жду уже на Linux, так как TimeShift морально устарел и уже очень давно не разрабатывается. Возможно, это все случится не так скоро, как хотелось бы, но однозначно это стоит нашего внимания. В любом случае, я не хочу провоцировать новую волну дистрохопа и выпускать отдельный ролик о возвращении на Manjaro. Скажу лишь, что я вновь поверил и ощутил всю ее прелесть. Manjaro давно переросла стадию обычного форка Arch Linux. У них теперь есть полноценная компания и отличная команда разработчиков. Команда явно не потеряла энтузиазма и четко знает, в каком направлении им необходимо двигаться. Мне очень нравится в Manjaro, что даже на таком этапе популярности они очень много уделяют внимания мелочам, так как многие предложения с их официального форума рано или поздно попадают в релиз. Таким подходом могут похвастаться далеко не все. Я очень много лет использовал данный дистрибутив в качестве основного, и о Manjaro у меня только положительные эмоции. Само собой, косяки, баги и проблемы тут есть, как и в любой другой операционной системе, но из интервью с Артемом Гриневым я четко услышал зрелые ответы на все те вопросы, которые у меня скопились за эти годы. Работа ведется полным ходом, и это только начало. За 10 лет Manjaro очень сильно эволюционировала, завоевав сердца многих пользователей и вырвалась в первую тройку самых популярных дистрибутивов во всем мире. Это ли не успех? Я и весь проект Plafon поздравляем дистрибутив Manjaro и его команду с круглой датой. Легкого вам рефакторинга кода, побольше довольных пользователей и, конечно же, крупных донатов. Вы очень много сделали для open source в целом, и лично я вам безумно признателен. Найти и упорядочить всю эту информацию было очень непросто, поэтому отдельное спасибо Артему за восполнение всех пробелов и за обновленную инфу. А вот странички в Википедии надо обновить. На этом у меня все. Если на канале давно, ставь лайки и обязательно настрочи коммент о том, что думаешь о Manjaro и использовал ли ее на своем железе. А если это твой первый видос, то советую подписаться как минимум на канал и поставить напоминание, так как ролики выходят каждую неделю. А для всех желающих напоминаю, что у нас есть огромный телеграм-канал о Linux и не только, а также самый ламповый чат во всем ру-сегменте. Вступайте в наши ряды, будем делать хорошо все вместе. Желаю вам мира и хорошего лета. Используйте только годные технологии. Пока! Да, нет, хороший, да, дистрибутив. Да, 50 евро. Нет, да, 50 евро будет нормально. Да, хороший получился обзор, да. Все, да, с вами было приятно поработать. Да, какой следующий делать? Хорошо, да, про Garuda, не вопрос, хорошо. Как назовем? Garuda лучший Linux? Хорошо, да, все, отлично. До свидания. Всего доброго. Ага.